ванной комнате есть два независимых вент-канала. Оба они выходят в атмосферу через крышу дома. Правый будет работать как естественная вытяжка в ванной комнате. От левого вент-канала пойдет воздуховод с вентилятором в туалет, который находится за стеной, и это будет принудительная вытяжка воздуха из туалета. Уберу крупный мусор из вент-каналов вручную, затем пылесосом. Подготовлю вентилятор к установке. Зачищу провода для подключения вентилятора. Проверю при включенном выключателе направление воздуха от вентилятора. Полярность подсоединения проводов значения не имеет. Провод заземления тут не нужен, но обрезать его я не буду. Смотаю и заизолирую на всякий случай. Подсоединю провода к клеммам вентилятора и проверю его работу. Фиксировать штатным фиксатором провода внутри вентилятора я не буду. Считаю, что в данном случае это излишне. Теперь сделаю разметку для отверстий крепления фланца к отводу трубы. Достаточно будет закрепить фланец к стене двумя саморезами по диагонали из 4 возможных. Накерню саморезом отверстие в плитке, то есть выдолблю ямку, чтобы сверло в нее уперлось и не гуляло по плитке. Затем засверлю отверстие сверлом по бетону. Функцию удара, если она есть на дрели, сейчас нельзя включать, ибо от этого плитка может треснуть. А вот когда сверло пройдет плитку, тогда можно и включить ударный режим дрели. Примеряю угловой отвод. Пока все идет по плану. И чтобы не двигать лишний раз стремянку, сразу поставлю решетку на вытяжку из ванной. Это решетка со шторкой для регулировки интенсивности вытяжки воздуха. Дальше все идет по тому же сценарию. Разметил, накернил, просверлил, забил дюбеля. Подрезал их, если надо. Прикрутил основание и вставил решетку со шторкой. Теперь переходим к другой стене с отверстием для принудительной вытяжки из туалета. К этому отверстию прикрепим металлический фланец для соединения с угловым отводом и трубой. Другого подходящего фланца я не нашел на рынке. И дальше аналогично предыдущим креплениям готовлю крепление для фланца. Теперь осталось соединить трубой эти два отверстия. Вся конструкция воздуховода будет состоять из труб и их соединений диаметром 100 мм. Для соединения фланца с угловым отводом отрежу короткий кусок трубы. Для этого приложу к трубе бортик фланца и затем входящую часть отвода. Получится нужная длина отрезка. Проведу ровную линию по трубе, используя хомут для крепления к стене. Отпилю трубу по этой линии ножовкой по металлу. Слегка зачищу кромку от заусенцев. Этот коротыш послужит соединительной манжетой между фланцем и угловым отводом. Примеряю его и уплотняю соединение малярной лентой, чтобы конструкция крепко держалась во время монтажа. Примеряю фланец на свое место.
Теперь отмеряю без рулетки прямо по месту длинную трубу. Очерчиваю трубу по кругу и отпиливаю по этой разметке. Приложив готовую длинную трубу с отводом, опять-таки по месту, замеряю рулеткой нужную длину короткой трубы. И также отпиливаю необходимый отрезок. Ставлю на место всю композицию в сборе. И вижу, что все держится достаточно прочно. Поэтому я с удовольствием отказываюсь от крепления воздуховода к стене хомутами или клипсами. Все и так уже отлично держится. Как гласит мудрость, лучшее – враг хорошего. И зачем мне еще сверлить плитку, подгонять хомуты и так далее, когда и так все хорошо? Я же для себя делаю. И просто протру от пыли готовый воздуховод. В заключении всей работы поставлю решетку на вытяжку из туалета. Могу добавить, что сверло быстро тупится о плитку. И для ускорения процесса я смачиваю мокрой тряпочкой отверстие и сверло. Сейчас вставлю решетку. И все готово.